Сознание Бога отличается от сознания человека. Это очевидно. Однако в чем же разница? Сознание человека представляет собой точку на оси времени. Сознание Бога можно сравнить с отрезком или линией. Изнутри это коридор, в котором одно из воплощений представляет собой дверь. То есть каждое воплощение представляет собой часть божественной сущности. Осуществляя сборку личности, маг превращает свое человеческое сознание в отрезок, который напоминает сознание Бога. По крайней мере, ему становится доступна часть коридора. Бог представляет собой все сразу. Даже не коридор, а все здание. Много коридоров и много комнат. Можно сказать, что Бог – это здание, в котором много жильцов. С этим сознанием маг постепенно соединяется. Если обычный человек чувствует присутствие Бога, то маг является его проводником. В обоих случаях мы говорим об одной и той же личности, находящейся на разных этапах эволюции. Божество начинает формироваться при прохождении 3 первых каст, в 4-й касте этот процесс идет целенаправленно. Сталкиваясь с многовариантностью протекания событий, маг направляет их в желаемое русло. Он контролирует все варианты течения процессов в зоне своей ответственности. Обычный человек совершает выбор случайным образом. Маг преследует некие цели, а божество имеет долгосрочный план. Обычно процесс развития цивилизации сравнивают с игрой в шахматы. При этом обычных людей отождествляют с пешками, магов с фигурами, а богов с шахматистами. В каждой партии используют принцип противовесов, белый и черный. Кроме того, мир делят на локации – клетки, которые имеют сродство с фигурами. Белые являются местами силы для белых, а черные для черных. Разделение на белые фигуры – искусственные расы и черные фигуры – лемурийцы – связано с первичной задачей захвата планеты. Все белые искусственные расы являются генетически запрограммированными расистами, противниками лемурийцев, так же как ваны являются генетически запрограммированными антисемитами, противниками асуров. Создавая искусственные расы, йотуны ставили перед ними цель в виде захвата планеты. Они вводили программы на генетическом уровне, поэтому ненависть к чужим у этих рас носит животный характер, не контролируется сознанием и не имеет логических причин.